В этом году мы празднуем великую дату – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы, петербуржцы, всегда помним о том подвиге, который совершили наши предки, жители блокадного Ленинграда. Несмотря ни на что, город в то время жил и защищался, и его военная промышленность требовала новых технологий. Ленинградские ученые своими разработками опередили и время, и врага. Большую часть ученых с блокадного Ленинграда вывезли, но те, кто остались ради спасения города и его жителей, готовы были сражаться до последнего. Открытия подчас требовались срочно. К примеру, физикам поручили придумать, как сделать так, чтобы на Ладожском озере, на дороге жизни, в отлет не уходили полуторки с людьми и продовольствием. Так был открыт прибор с говорящим названием прогибограф. Прогибографы фиксировали колебания льда, чтобы определить безопасный маршрут и скорость движения. Нехитрая конструкция с чугуна и натянутой до самого дна проволоки помогла физикам рассчитать амплитуду колебания льда на Ладоге, а соответственно безопасное расстояние между машинами и оптимальную скорость движения по дороге жизни, не больше 35 км в час. На кадрах кинохроники 1942 года видно, что полуторки ходили по тонкому льду озера до середины весны. Шли почти по дверь кабины в воде, но не проваливались. Это спасло жизнь многих ленинградцев во время блокады и во время ее прорыва. Лед на Ладоге вел себя трудно объяснимо. То пропускал тяжелую технику, то проваливался под колесами относительно небольших автомобилей. Выяснить причину поручили физтехницы. Группу возглавил Павел Кобек. Физики предположили, что причина трагедии – эффект резонанса. Начали искать способ сделать замеры. Так родился прибор для регистрации колебаний льда и исследования деформации ледового покрова. Очень простое сооружение. Длинная проволока, один конец которой опускался на дно при помощи грузила. К другому концу прикрепился карандаш, который фиксировал волнение. Ученые сделали прибор сами из того, что было. Вместо станины использовали подставку ограды парковых ограждений. Вот также пошли детали старых телефонных аппаратов. Нехитрая конструкция из чугуна и натянутой до самого дна проволоки помогла физикам рассчитать амплитуду колебания льда на Ладоге. Расчеты позволили обеспечить работу трасс до второй половины апреля, когда лед становился в тонок и хруст. Данные, собранные прогибографами, позволили в январе 1943 года провести по льду тяжелые танки КВ. Расчеты производил Леонид Витальевич Конторович, который отправился в этот опасный рейд на головной машине. Наверное, это стало самым блестящим успехом гениального ученого, впоследствии лауреата Нобелевской и Ленинской премии. Сейчас, в дни празднования Великой Победы, мы вспоминаем не только солдат и офицеров, непосредственно участвовавших в боевых действиях, но и тех ученых, которые своими изобретениями помогли приблизить победу.